Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такую очень простую и легкую в исполнении и одновременно очень эффектную регланную линию. К примеру, если вы хотите связать летнюю кофточку просто лицевой гладью, вот этот элемент будет отличным дополнением к такой кофточке. Также в конце видео покажу вам, как этот же узор вяжется для двух регланных линий. Если вы вяжете, просто увеличиваете петли по плечевому шву. Вот этот образец, это рассчитан на 4 регланные линии. Потом расскажу о двух регланных линиях. Смотрите, как он выглядит. Вяжется просто и легко. Это его изнаночная сторона. Вот так он будет выглядеть на плече, если его пустить. Итак, давайте начнем. Вот схема к данной ажурной регланной линии, которая рассчитана на 4 регланные линии. Раппорт данного узора составляет 12 рядов в высоту. В ширину раппорт будет все время меняться и увеличиваться. Для образца я набрала 12 петелек, обозначила регланную линию, центр регланной линии маркером, хотя в данном узоре он не нужен, потому что она четко прослеживается. Ну, возможно, кому-то так удобнее. Итак, учтите, что в вязании по кругу петельки у вас будут смотреть в другую сторону. И когда вы будете провязывать 2 вместе петли, учитывайте этот момент. Итак, начнем. Начало раппорта первого ряда – это 2 лицевые вместе с наклоном вправо. Для этого я буду переснимать петельки. При круговом вязании здесь петельки будут смотреть правильно, и их переснимать не нужно будет. Просто обратите на это внимание. Итак, 2 лицевые с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. 2 изнаночные – это центр нашей регланной линии. Одна у меня идет до маркера, вторая после маркера. И далее вяжем симметрично. Накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Опять-таки вот здесь обратите внимание, петельки не должны быть скрещенными. Второй ряд провязывается по рисунку. Третий ряд. Лицевая. 2 вместе с наклоном вправо. 2 вместе мы всегда будем брать от центральной петли нашего узора. Далее накид, лицевая, накид, лицевая. 2 петли изнаночные. Я уберу маркер, он мне просто мешает. 2 изнаночные петли – это центр регланной линии. Далее лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе. И далее вяжем наш узор. Пятый ряд. Провязываем наш узор до вот 2 петелек перед центральной петлей узора. Центральная петля узора – это вот эта петелька. Просто показываю на образце, чтобы было более понятно. Вот эта петелька, центральная петля узора.
И вот не довязывая до этой петли 2 петельки, мы их провязываем как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет накид, лицевая, накид и лицевые петельки до центра, до изнаночных петель. 2 изнаночные петли. Далее идет 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 2 вместе. Видите, наш узор начал уже расширяться, потому что каждый вот этот накид мы провязываем, ему нету соответствия 2 вместе, и вот за счет вот этого ряда идет увеличение петель и расширение кокетки изделия. 7 ряд. Мы не довязываем опять-таки 2 петельки, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. И вот в этом ряду у нас уже 3 лицевые петли перед центром линии регланной. Вот я центр провязала, 2 изнаночные. 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные с наклоном вправо. И вот по этому же принципу провязывается 9 и 11 ряд. 13 ряд это уже будет у нас первый ряд, когда мы провязываем 2 вместе, накид, лицевая, накид и сразу центр, 2 изнаночные. Вот так это узор вяжется для 4 регланных линий. Сейчас я вам покажу, как он провязывается для 2 регланных линий. Для этого узора я набрала также 12 петель, 2 центральные изнаночные петли, это центр регланной линии. Он вяжется по тому же практически принципу. Мы вяжем узор, в моем случае это лицевая гладь, 1 петелька лицевая вот у меня остается перед изнаночными. Перед ней я делаю накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, центр регланной линии. Далее симметрично накид, лицевая, накид. И далее у меня идет узор. Нечетные круги, ряды мы провязываем по рисунку. 3 ряд. Провязываем наш узор. Доходим до центральной петли нашего узора, перед ней делаем накид, провязываем лицевую и после нее мы делаем накид. Далее лицевая, изнаночные 2 петли, центр регланной линии и здесь вяжем симметрично. Лицевая, перед и после центральной петлей узора мы делаем накиды, то есть накид, лицевая, накид. Дальше пошел у нас узор. Пятый ряд. Вяжем по тому же принципу. И число вот накидов в данном узоре, количество рядов может варьироваться, какое вам захочется, какое вам будет интересно. 5 ряд вяжется по тому же принципу. Я дохожу до центральной петли узора, делаю накиды с обеих сторон от этой лицевой петли, накид, лицевая, накид. И провязываю далее лицевыми петельками до центра регланной линии. С другой стороны я все делаю симметрично. Провязываю 2 петли лицевыми,
дошла до центральной лицевой петли узора и вокруг делаю накиды. Накид, лицевая, накид. Далее пошел узор моей кофточки. Я захотела разнообразить немножечко свой плечевой шов, потому что вот такие регланные линии, которые две используются, как правило, они на плечевом шве. И решила сделать веточки разной длины. Первая веточка, вот у меня 3 дырочки здесь. Провяжу, посмотрю, как будет интересно смотреться, если сделать разной длины этой веточки. Поэтому 7-й ряд я начинаю с первого ряда вязания. Не довязала одну петлю, сделала накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, это центр регланной линии, накид, лицевая, накид и далее пошли лицевые петельки. Сейчас немножко провяжу, покажу вам, что получается и как это будет выглядеть. Вот как это будет получаться. Я решила каждую веточку удлинять на 2 дырочки, на 4 ряда получается. Возможно, последнюю пущу еще длиннее. И вот такое украшение плечевого шва у нас получилось. Вот такая легкая, эффектная регланная линия у меня получилась. Надеюсь, это видео будет вам полезным. Спасибо, что провели это время со мной. Всем мира и добра. До встречи на канале.